Добрый день! Сегодня я хочу показать вам мастер-класс по плетению брошь в технике Фриволите Анкарс. У вас будет два варианта для плетения. Плести мы с вами будем второй вариант. Для работы я буду использовать капроновые нитки. Так как они у меня очень тонкие, то я их буду использовать в два сложения. Для работы нам понадобится бисер, граненые бусины. Также у меня небольшая просьба: если вы плетете изделие по моему мастер-классу, то оставляйте подпись либо ссылку на видео. Ну что же, а теперь мы приступим к плетению наших брошей. Для начала мы должны сплести 5 одинаковых мотивов, состоящих лишь из колец. Заправляем концы ниток, как обычно, в 4 узелка. Нам нужно сплести 10 узлов. Вот что у нас получилось после того, как мы сплели третье колечко. Теперь мы будем плести кольцо и присоединять его за вот это пико. Плетем опять кольцо 15, пико 15. Таких мотивов нам понадобится 5 штук. Не отступая, начинаем плести следующий. Вот таким образом будет выглядеть два сплетенных мотива. Итак, после того, как мы закончили с плетением наших отдельных мотивов, мы должны зафиксировать
в одном положении. Плести будем двумя челноками. По желанию вы можете использовать два разных цвета, как, например, сделаю я. Кольца у меня будут плестись более темным, темно-зеленым таким цветом, а дуги я сделаю светло-коричневым. Кстати, хочу заметить, что в этот раз я хочу сплести боковые кольца с использованием бисера. И вместо 20 узлов я буду вплетать 7 бисеринок через один узел. То есть у вас будет два варианта плетения данной брошки. Завязываем кончики ниток и начинаем плетение. Вначале мы сплетем колечки. Плетем вначале 10 узлов. Мы должны присоединиться вот в эти места. Для начала мы сплели 10 узлов. Присоединяемся. Снова присоединяемся вот за это место, вот здесь, за пико. После того, как вы закончили оплетать брошь, она у вас будет немножко выпуклой. Не пугайтесь, так и нужно. Так, теперь мы должны вот эти кончики с кольцами 5 пико 5 вытащить наружу. Для этого вы можете использовать крючочек, то есть просто вытягиваем их наружу. Должны лежать посередине вот этих колец. Мы должны сплести пятилистник, замкнутый мотив. Это обычный пятилистник.
кольца, нет, состоять будет из колец и дуги. Связываем концы ниток и начинаем плести. Первое колечко у нас 5 пико 5. И мы должны присоединиться к кольцу 5 пико 5. Теперь мы должны доплести точно такое же колечко по схеме 5 пико 5. Заправить кончики ниток, спрятать их. Таким способом мы должны закрепить все наши кольца посередине. Вот этот кончик мы должны продеть через колечко основания, которого мы плели 10 пико 10. Прямо то же самое мы сделаем со всех сторон. Закончила продевать все дуги. Последнее, что нам остается сделать в плетении этой брошки, это сплести заднюю часть. Мы должны зафиксировать все наши колечки. Для этого мы будем плести изнанку, состоящую из колец. Так, сплели 5 узелков, делаем пико, далее плетем 4 узла. И теперь мы должны присоединить наши колечки. Так, присоединили мы за пико от наших дуг к кольцу 5 пико 5. Плетем 2 узла и присоединяем следующее колечко.
Но теперь мы должны присоединиться за пикок предыдущего колечка. Простой элемент в революте. Так как впоследствии мы им же будем расшивать. И так как у нас мотив не позволяет сделать его замкнутым, и просто аккуратно пришью это. Коричневое. И проходимся в основание нашего второго элемента кольца 5 пико 5. Снизу прошиваем и выходим, получается, на стыке дуги. При этом, естественно, надеваем бусину, прячем ее немножко. Вот. Вот у меня бусинка вшита на месте. Теперь я аккуратно буду прошивать 2 узла в сторону от центра в дуге. Хочу расшивать свою брошь. Граненых бусин она очень сильно блестит и мерцает. Это вот у меня вариант с бисером. Что же, если вам понравился мой мастер-класс
то подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!